Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». «Русский с Максом» в Латинской Америке в данный момент. Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я хочу вместе с вами пойти за подарком. За подарком для моей дочери. Да, на улице иногда бывает шумно. Я хочу сегодня пойти за подарком для моей дочери. Ей скоро исполняется 2 года, буквально через несколько дней. Я хочу купить ей подарок и заодно пройтись с вами по самому тусовочному району. Одному из самых тусовочных районов Буэнос-Айреса, который называется Палермо, Голливуд. Посмотрим, как выглядят улицы, что там есть. Ну и потом дойдем до еще одного интересного пространства, где я попробую купить подарок. Поехали! Так получилось, что я сейчас живу на окраине этого района. И что удивительно, именно на этой улице, на которой я живу, находятся 3 русских кафе, друзья. Мы сейчас с вами пройдем 2 из них. Не знаю, почему именно здесь, на этой улице, такое сосредоточение. Да, вот, кстати, первое кафе. Здесь всегда много людей, много посетителей. Так, переходим дорогу. Это было первое место. Моя жена Юля туда часто ходит работать, там очень удобно. И вообще там очень много русских сидит и работает. Но не только русских, конечно, есть и аргентинцы, и иностранцы. Вот. Я даже думал поснимать там, но, честно говоря, это не самая лучшая идея, потому что люди там работают, люди сосредоточены, и, в общем, не хочется их отвлекать. Сейчас сколько у нас? 18:24, как раз, можно сказать, час пик. Тот час, когда очень много машин, пробки в городе, поэтому, возможно, будет немного шумно. Вот они. Начались разные кафе. Да, очень шумно. Но что делать? Что делать? Это город, большой город. В большом городе всегда шумно. Правда? Так, зеленый свет, можем идти. И вот здесь находятся разные бары. Вот, кстати, второе русское кафе «Умка». Вот. Там есть, например, сырники. Но, честно говоря, я никогда сырники там не покупал. Вот. Потому что я не очень скучаю по сырникам. Но в целом можно как-нибудь пойти и съесть пару сырников. Здесь у нас пекарня. Ну, просто такая типичная аргентинская пекарня. Но эта пекарня уникальна тем, что это пекарня самообслуживания. То есть ты приходишь, сам берешь выпечку и платишь, и, по сути, тебе не нужен даже продавец. Это, на самом деле, не часто, такое не часто можно встретить вообще в Аргентине. А вот здесь продают аргентинские пирожки, которые называются эмпанадос. Вот там они лежат. Очень люблю это место, потому что, эмпанадос — это такая очень удобная еда. Ты просто берешь пару пирожков. Каждый пирожок стоит примерно, чуть меньше $1. И 2 пирожка, и ты перекусил. Очень удобно, очень быстро. И кажется, что не так вредно, как другая еда, которую можно купить на улице.
А вот так вот, кстати, прикольно, я не знаю, сейчас будет видно или нет, такая машина, которая, наверное, она сейчас не будет работать, которая вывозит мусор. У нее здесь такой кран, который поднимает этот контейнер и выбрасывает весь мусор вот туда. Выглядит достаточно интересно. Такая машина называется мусоровоз. Она возит мусор, поэтому мусоровоз. Вот. Сейчас еще рано, 6:30, и сейчас, сегодня будний день, 6:30. Конечно, это рано для того, чтобы люди приходили и сидели где-то в ресторанах, в кафе. Видите, вот это место, например, закрыто. Хотя это место всегда закрыто. Вот это клуб Бонплан. Оно всегда закрыто. Может быть, оно вообще не работает. Но многие места открываются только в 7 часов или в 8 часов. Вот. Поэтому я думаю, что многие места сейчас будут просто закрыты. Но не все. Конечно, не все. Некоторые места открыты. Я думаю, что многие места открыты. Сейчас лето здесь, середина, уже конец января. Конец января, лето, высокий сезон. Поэтому иностранцев тут огромное количество. Может быть, сейчас не очень заметно, но вообще тут, правда, очень много иностранцев. И можно услышать разные иностранные языки. Так, вот здесь еще, кстати, гачито. Тоже какая-то еда, сэндвичи, еще что-то. Сейчас нужно подождать, пока машины проедут, и потом можно идти. Вот, теперь можно идти. Да, вот здесь еще одна, не знаю, такая кафе, да. Кафе, где играет блюз-рок. Очень хорошая музыка. Люблю блюз-рок. А вот там, смотрите, там такая, я даже не знаю, как назвать. Вы видите Будду? Посмотрите, вот я не знаю, видно или нет. Сейчас попробую подойти поближе. Но здесь такой вот Будда. Вот, теперь видно. Такой Будда и разные цветы и какие-то бумажки прикреплены к дереву. Наверное, тоже это имеет отношение к буддийской традиции. Вот, посмотрите. Архитектура. Посмотрите, какое прекрасное здание. Какая башня высокая. Это церковь. Не знаю, что точно это за церковь. Что здесь написано? Церковь нашей Девы из Розарио, из города Розарио. В общем, да, наверное, это католический собор, судя по всему. Католическая церковь. Вот так она выглядит. Вообще уникально в Буэнос-Айресе. Ты идешь и видишь какие-то такие вот простые, незамысловатые здания, а потом какое-то архитектурное чудо такое вот. Это очень здорово. Мне это безумно нравится, что здания очень разнообразные. Вот здесь строится новое здание. Так, кстати, нам нужна улица, которая называется Парагвай. Парагвай, да? Улица Парагвай. Здесь, это улица Никарагуа, значит, Парагвай дальше. Кстати, очень часто улицы вообще в Аргентине называют в честь разных стран. Есть улицы Парагвай, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Коста-Рика. Да любые. Я только не видел Мексики. Наверное, тоже есть такая улица, но я ее еще пока не видел. Сегодня очень жарко. Просто безумно жарко. Но сейчас под вечер
уже нормально, более-менее нормально. Можно ходить, можно гулять. Ну и я уже говорил, что Буэнос-Айрес достаточно зеленый город. Почти везде ты ходишь вот под тенью, потому что много деревьев. И деревья гигантские, и ты всегда ходишь в тени. Это очень здорово. Так, Солер-стрит. Отлично, это улица Солер. Кстати, на этой улице, вот там дальше, если идти где-то минут 30, то там будет место, где мы жили в Буэнос-Айресе, на улице Солер. Эх, как давно это было, друзья. 2 года назад. 2 года. Время летит просто, я не знаю, со скоростью света. Время летит со скоростью света. Да, немножко странно сказано, но ладно. Так, здесь у нас магазин разных и здоровых, так скажем, продуктов. Ну, таких относительно здоровых. Там можно купить какие-то вегетарианские, веганские продукты, ну и просто какие-то полезные снеки или полезные продукты. Ну, относительно полезные, конечно. Кто-то спрашивал меня: Макс, а много ли в Аргентине вегетарианских или веганских магазинов? И вообще веганской еды. Веганской или веганской мы и так говорим. Много. У меня есть друзья-веганы, и они прекрасно себя чувствуют в Буэнос-Айресе. Никаких проблем нету, несмотря на то, что Аргентина страна мяса. Так, это улица Гватемала. А я говорил, какая нам нужна... А, Парагвай, точно. Да, Гватемала и Парагвай, точно. Вот здесь тоже такие старые домики с какой-то лепниной вот там наверху. Ну, симпатично. Весьма симпатично. Я бы так сказал. Весьма симпатично. Наконец-то не так много машин, и можно идти спокойно. И машины не мешают говорить. А смотрите, вот здесь здание прикольное. Ну, здание, или иногда мы говорим просто дом. Посмотрите, оно все оплетено растениями. Все оплетено растениями. Выглядит прикольно. Действительно, Буэнос-Айрес очень зеленый город. Очень зеленый город. В этом, конечно, это большой плюс для меня, по крайней мере, что много зелени. Так, наверное, сейчас будет наша улица. Парагвай. Точно, Парагвай. Так, переходим дорогу. Снова пекарня. Пекарня. Кстати, достаточно прикольная пекарня, не очень дорогая, но здесь разные вкусные штуки. Что тут есть? Печенье. Так, сейчас, стоп. Печенье вот здесь. Здесь кексы. Кексы, печенье. Это вот альфахоры. Это аргентинские такие традиционные сладости. Ну и, конечно же, фактурас. Но не те фактуры, которые вы даете клиенту, когда он что-то купил, а такие сладости. Они называются фактурас. Здесь есть, например, медиалунас. Ну да, вот это вот медиалунас. Ну и еще всякие разные фактурас. Вкусно. В целом вкусно. Не могу сказать, что они какие-то гениальные, но весьма неплохие. Весьма неплохие. Сейчас мы выйдем к большому проспекту. Нужно будет перейти этот проспект, и мы окажемся в другой части города. Ну, как другой части города? Другой микрорайон, скажем так.
Палермо, Сохо. Тоже тусовочный, очень тусовочный район, но мы не пойдем в его тусовочную часть, потому что магазин с игрушками находится в интересном месте. Я бы назвал это место пространство. Ну, мы в России так говорим пространство. Но сложно объяснить слово пространство, потому что, все вот это тоже пространство. Или космическое пространство тоже есть. Но обычно пространство имеется в виду какое-то культурное пространство или какое-то, творческое пространство. В общем, вы увидите. Сейчас мы дойдем. Кстати, можно купить лотерейный билетик. Вы любите играть в лотерею? Я нет. Я не помню даже, играл ли я когда-то в лотерею. Может быть, когда-то очень-очень-очень-очень давно. Прям очень давно. Вообще, я не люблю. Я не люблю рассчитывать только на удачу, когда все зависит не от тебя, а от случая. Я не люблю полагаться на случай, не люблю полагаться на удачу. Я люблю, когда я сам могу контролировать. Кстати, прикольная детская площадка. Прикольная детская площадка. Я люблю, когда ты сам хотя бы отчасти контролируешь ситуацию. Поэтому я не люблю лотерею. Но, может быть, вы любите лотерею? Напишите. Вы когда-нибудь выигрывали в лотерею? Может быть, вы выигрывали какую-то крупную сумму? Я не знаю. Ну вот, друзья, вот таких мест здесь огромное количество. К сожалению, мы с вами прошли и увидели только, не знаю, одну, может быть, 10-ю часть. Есть части района, где прям бары, рестораны. Да, и мы просто, не сможем обойти все эти бары, обойти все эти рестораны. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вы получите какое-то впечатление от города, сможете составить, от района, да, составить какое-то впечатление об этом районе. Вот это место, оно называется Дистрито Аркос. Дистрито Аркос. Но я не знаю, как опять же, точно назвать это место на русском языке. Да и в принципе, не знаю, в общем. Если мне придет что-то в голову, я напишу это на экране. Вот это большой проспект. И вот там он заканчивает, он не заканчивается. Вот там прям совсем недалеко есть трущобы. Вот, все, можно идти. Не знаю, сейчас не будет видно. Будет виден просто красивый проспект. Но вот там прям совсем недалеко начинаются трущобы. Их не видно отсюда. И там, смотрите, граффити. Опять же, по-разному люди говорят. Хотя это скорее даже не граффити, это скорее муралы. Да, наверное. Муралы. Окей. Пойдемте в этот Дистрито Аркос. Посмотрим, как он выглядит. Что там интересного. Здесь, кстати, железная дорога. И вот мне очень нравится вот этот красный кирпич. Вот это все из красного кирпича. Выглядит очень-очень круто. Смотрите, Premium Outlet. То есть, по сути, это торговое пространство. То есть это место, где можно купить разные вещи. Но я люблю, я не могу сказать, что я люблю, но мне нравится это место не потому, что здесь можно что-то купить. На самом деле цены тут космические. Вы можете посмотреть, например, ради интереса, да.
$270 вот такой вот гриль. Такой 92 тысячи, то есть $92, я не верю. Я не верю. Это слишком дешево. Вот такой вот стоит $600. Вот такой вот стоит $200. $200 вот такая вот маленькая штука. Тут тоже $220. На самом деле цены просто какие-то обезумевшие. Просто обезумевшие. В общем, вот это место. Получается, у нас здесь едет поезд. Ну, ездит поезд, да, сейчас он не едет, он ездит здесь. По сути, это, как бы, не знаю, как это назвать, место под мостом, где сделали разные магазины. Магазины, ну, обычно достаточно дорогие. Дорогие магазины, аргентинские и не только аргентинские. Вот. С другой стороны идут тоже такие вот здания, и там тоже различные магазины. Вот так вот это место выглядит. Красиво. Красиво выглядит, но почему я не очень люблю это место? Потому что, мне кажется, оно достаточно бесполезным. Если вы зайдете в эти магазины, вот посмотрите, например, на цены. Ну, тут еще кажется не так плохо. 21 тысяча, 26 тысяч. 1 тысяча песо – это примерно $1. То есть футболка 21 тысяча, $21. Ну, не знаю. Мне кажется, что это, наверное, начальная цена. $21 за футболку. Обычно футболки здесь гораздо дороже. Так вот, проблема этого места в том, что оно достаточно дорогое, и качество товаров, к сожалению, мне не нравится. То есть вот этот вот баланс цена-качество, здесь его, к сожалению, нет. И я много раз, я бегал целый час по всем магазинам, вот там, по магазинам обуви, и пытался купить себе кроссовки. Потому что я сейчас покажу вам мои кроссовки. Вот. Вот так вот выглядят мои кроссовки. Вот так вот они выглядят. И я хотел купить себе новые кроссовки. Дешевле $120 за кроссовки я ничего толком не нашел. Но думаю, окей, $120. Я никогда не покупал такие дорогие кроссовки. Но думаю, окей, куплю. Но я не смог ничего найти, потому что очень маленький выбор. И самое главное, они все теплые. Мне нужны легкие кроссовки. А там были все, супер теплые, такие, как будто, знаете, для аргентинской зимы. Я не знаю, как люди ходят в них летом, я просто не понимаю. Вот я прям не понимаю. Поэтому ничего легкое я не нашел. Здесь канцелярские товары, какие-то блокноты. Ну, сколько стоит такой пенал? $56. $56. А вот это сколько стоит? $41. Вот этот вот пенал, которому в моем мире красная цена $10, и то это много, но он стоит $41. Не понимаю. В смысле, я понимаю, почему так, но прошло 2 года, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что все стоит так дорого. Да. Но ладно. Где магазин детской одежды? Он был где-то здесь в конце.
где-то... О, кстати, вот на этой детской площадке очень любит играть Сабрина. Мы иногда сюда просто приходим, потому что это место выглядит прикольно. Просто прикольно выглядит. Здесь приятно находиться. Здесь чисто, как-то, не знаю, просто приятно. Чисто и современно. Я люблю такие места. Но при этом вот эта вот вся старая архитектура, старое вот это кирпичное здание, ну это просто, блин, бомба. Просто бомба. Очень нравится. Мне очень нравится. Кажется, я прошел магазин. Сейчас я буду его искать. И потом вернусь к вам, друзья. Вот, я нашел этот магазин. Можно посмотреть на цены. Вот эти куклы $48. Вот эта какая-то штука $276. Вот такая корова $52. Свинка Пеппа $32. Ну, в общем, вот какие-то такие примерно цены. Можете посмотреть сами. Цены на игрушки. А вот цена на детские рюкзаки для школы. $80, $63. Вот этот вот $127, $103. Друзья, напишите, что вы думаете по поводу цен. $81. Как вам кажется, это нормальные цены? Может быть, это нормальные цены и просто уже со мной что-то не так. Но мне кажется, что это, ну, очень дорого. $100 за вот такой вот китайский, ну, я имею в виду дешевый достаточно китайский рюкзак. Ну, как будто это дорого, нет? Фух, это было непросто. Непросто было выбрать подарок. На самом деле, я, к сожалению, не смогу вам показать подарок, потому что мне его упаковали. Упаковали в подарочную такую красивую бумагу. Поэтому, к сожалению, не смогу вам показать, но это маленькая коляска. Коляска для пупса, для игрушечного ребенка. Дело в том, что Сабрина, моя дочь, очень любит катать что-то. Катать, например, катать коляску или, не знаю, все, что может катиться, она любит катать. И у нее уже была такая коляска для пупса, для игрушечного пупса, конечно же. Но она сломалась. И Сабрина сильно расстроилась тогда. Я думаю, что эта коляска для пупса должна ей понравиться. Короче, ребята, я все-таки еще прошелся по магазинам, посмотрел кроссовки и все-таки купил себе кроссовки за $100. Ну, вообще отличная цена, я считаю. Надеюсь, они прослужат хотя бы несколько месяцев. В общем, я доволен, все круто. Что ж, друзья, на этом у меня все. Спасибо, что были вместе. Если хотите транскрипции к моим подкастам, видео, дополнительные обучающие материалы, внизу ссылка на membership-программу. Присоединяйтесь, учите русский с Максом. До встречи в следующем видео.